Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи со Спартаком Субботой, психоаналитиком. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Заканчивается год, и через неделю уже новый, а мы, в общем-то, пытаемся понять и проанализировать, что с нами со всеми происходит. РБК сегодня с утра выдала материал, в котором говорит, якобы Зеленский, да, вот на него ссылка, что, в общем, одновременно с выборами может быть проведен референдум. Мол, референдум, соглашение, поддерживают народ или не поддерживают. Причем там так сформулировано, что типа вывести войска из Донбасса, а там запаковано в свободную экономическую зону. Ну, то есть как бы поддерживает, не поддерживает. Что-то там не напомнило, конечно. Помните, 5 вопросов Зеленскому, или вот этот опрос, потом эти бюллетени находили бог весь где, и там тоже была вот эта история для Донбасса свободная экономическая зона. Также Зеленский дает нам обещание, что в следующем году в случае подписания соглашения может быть упразднена, отменена или частично введена мобилизация. То есть мы понимаем, да, праздники, и вот надо что-то к этому рождественскому столу для тех, кто отмечает именно Рождество 25-го, там, свят-вечер, да, вот этот с 24 на 25, вот чтобы было что обсуждать. Как оцениваете это? И вот знаете, если так сравнить, принято же сравнивать год назад и сейчас. И вот за 25-й год, если так обернуться назад и посмотреть на эти заявления, какие выводы можно сделать? Ну, Александр, по поводу мобилизации очень хорошую тему вы подняли на самом деле. Ребята, мои близкие знакомые, которые работают в офисе президента, они мне рассказывали про идею по поводу отмены мобилизации в следующем году, если вдруг будет подписано соглашение. Начнем с того, что там есть несколько деталей, которые все-таки нужно указать. Если это соглашение будет подписано на тех условиях, которые Украина примет. Ну, то есть читаем, не примет. Это первое. Второе. Отменена мобилизация. Но демобилизации не будет. Вы понимаете, в чем кроется сама суть? Что те ребята, которые находятся сейчас в рядах ВСУ, они домой так попасть и не смогут. Во-первых, если будет отход по линии соприкосновения плюс какой-то кусочек зоны, который будет контролироваться, например, какими-то другими войсками, все равно держать, я не скажу оборону, но находиться на тех территориях, которые могут быть потенциально под рисками, все равно придется, и потому речь не идет о демобилизации. А мобилизацию могут через год отменить, потому что просто некого будет мобилизировать. Тут вообще даже, знаете, как на это можно посмотреть, что мы отменим мобилизацию. Конечно, некого будет призывать. Сейчас люди массово уезжают. В одной, скажу честно, я читаю новости из разных источников, в том числе из разных помоек. И вот в одной украинской помойке, абсолютно продажной, вчера вышла прекрасная новость. В Украине критический отток интеллектуалов, интеллигенции, интеллектуалов и людей, которые, золотые мозги, золотые миски, как там было сказано. Находимся на 7-м месте в мире по резкости оттока важных, скажем так, стратегически важных интеллектуалов для государства. Ну, и казалось бы, все это закономерно, потому что отток интеллектуалов подразумевает то, что такое интеллектуал, там больше делать будет нечего. И отсутствие мобилизации может быть также продиктовано, во-первых, это блеф, но даже если это не блеф, то он малоэффективен. Александр, вы же поймите, отсутствие мобилизации не предусматривает демобилизацию, первое, и не предусматривает другую форму вооружения. Мобилизация в том виде, в котором она есть. Но на каких условиях будут предложены контракты, например. У нас же ТЦК, когда... Это для зрителей, вы должны знать, что многие, кто был пойман ТЦК, они же по контракту, они же не мобилизованы. Понимаете, это же нонсенс. Просто сюрреализм. Я, глядя, кстати, сейчас на то, что происходит с Зеленским, вот у меня есть такое представление в контексте этой войны, следующего года, и о чем он вообще говорит, и иногда у него какая-то там речь бессвязная. Но если вырвать вот то, что он рассказывает, то у меня создается ощущение, что он, знаете, сжимает синицу президентства в руках аж до хруста. Вот он нам вот эти вот, говорит, в небе
Журавли, они не нужны. Это ж так вот сжимать, не хочет отпускать изо всех сил. И вплоть до рисков для населения. И тем временем тоже еще одна интересная новость. Упал индекс рождаемости ниже 0,7, сейчас 0,65, ну, 0,65. Это получается чуть больше, чем полребенка на одну семью. В прошлом году было 0,8. В позапрошлом 1,1. Мобилизовать будет некого. Конечно, мобилизация будет отменена. Ну, видите, как замечательно. Ровно как и вот этот подлог с свободной экономической зоной. Ой, Ну, это так хитро. Вы заметили, как это красиво, да? Человек готовит, смотрите, вас же готовят скушать то, что кушать вы не хотите. Причем готовят скушать всем. И тем, кто говорит, давай, слушайте, давайте, наверное, уже заканчивать эту историю с русскими. Пускай мы там и не будем супер друзья, но хотя бы не будем конфліктувати. І з теми, хто до останнього українця, до 91-го року кордону и так далее. Это очень удобная история, потому что она не дает нам никакой ясности. С юридической точки зрения, Александр, что значит свободная экономическая зона? Вот можете ли вы мне как-то объяснить, как... так тут надо смотреть. Вот недавно показали фотографии Константиновки. Ну, Ну, перелопаченная просто местность. очень свободная зона, кстати. Или лиман, понимаете, с Ой. оптоволокном, как в ковре, ковром накрыли из лески этой, да, от дронов. Да. Там же ужас. А вот там свободная экономическая зона, конечно. Да. Ну, под экономическое что подразумевается? То, что это можно продавать, или то, что там что-то можно продавать, или оттуда можно что-то взять? Нет, там можно зарегистрироваться и Угу. навариваться, понимаете? Все прекрасно понимают, что такое свободная экономическая зона. У всех, конечно, таких людей, которые там, ну, не слишком близки к экономике, имеют базовые какие-то представления, у них сразу Дубай. Дубай, вот сейчас там И как в Дубае. Константиновка сразу. Знаете, свободная экономическая зона типа здорового человека, курильщика. Как они себе это представляют, я не понимаю. Ну и вы же учтите, что для пересечных громадян, никогда, кстати, честно скажу, когда даже работали с офисом, мы старались избегать вот этой формулировки «пересечные громадяне», но Федоров упорно ее постоянно использовал. Оно как будто бы обесценивает личность людей. Ну вот, для пересечных громадян на самом деле вот это вот свободное экономическое, оно же ни на что не влияет для них, они этого никак не смогут ощутить. Да, можно там что-то зарегистрировать, там можно отмывать деньги. Если я не ошибаюсь, в прошлом году сколько было выделено, и в этом году было выделено на Бахмут, который уже как бы на него уже и выделять ничего не надо. Миллионы. Ну, там много. Курахово, Торецк, те города, которые уже как бы остались, ну, многие Да. города Донбасса, которые за этот год остались уже вроде как в тылу российской армии, да, на них изрядно выделяют деньги. Я по поводу все-таки, скажем так, выборов хотел с вами обсудить, ведь это же тоже такая очень интересная штука. Помните вот эти местные выборы, когда вот эти были типа референдум или как опрос от президента, 5 вопросов? Этот элемент использовали как привлечение избирателей на выборы. Угу. Зачем нужно привлечение? Технологии не меняются, они очень простые. Сейчас вовсю занялись вот этим подготовкой выборов во время военного положения, чтобы люди, ну, охотнее шли. Там, им плевать, какой мэр, но они хотели бы сказать президенту, что надо каннабис легализовать. Помните? Ну, вот тема местная. И здесь точно такая же история, такая же замануха, потому что, опять-таки, грамотные люди, которые разбираются в процессах, понимают, явка будет ничтожная. Участки за границей открывать не на что. В России это вообще табу тема, ее лично Путин на прямой линии поднял, что если в России кто-то проголосует, это что? Это зрада, нельзя. Россия, Беларусь, вот что. То есть, понимаем. И нужно показать массовость, что, смотрите, и пририсовать цифры. Это такая стандартная практика. По поводу выборов уже высказываются многие. Вот, например, граф, ну так его называем, интеллектуал з Порошенковського пула Портніков говорить. Звичайно, я вам ще раз кажу, це його єдиний шанс зберегти владу. Він за непідігравання американців. Проведемо електронні вибори в дії, переберемо Зеленського з результатом 75% і будемо жити далі. От скажіть, будь ласка, от уявіть собі, що ви голосуєте через якусь дію, як мені пропонують деякі мої американські знайомі, близькі до трампістів. І там буде Зеленський, умовно кажучи, кілька незначних кандидатів, спойлерів Зеленського, тому що може так виявитися, що
лідери націонал-демократичних сил не захочуть брати участь в таких виборах, вважаючи, що вони недемократичні. А, до речі, Петро Порошенко взагалі не може брати участь в виборах, поки не скасовані санкції. Ну, от будуть там ніякі незначні люди. Знаєте, як на других виборах Путіна навіть Зюганов і Жириновський відмовлялися балотуватися, тому що розуміли, що це просто фарс абсолютний. І навіть такий фарс їм не потрібний для участі у передвиборчій кампанії. І от такі у нас будуть вибори. Зеленський переобереться на другий термін. Росія, звичайно, буде вважати ці вибори якими? Ну, з виборами, які не відображають справжню волю українського народу. Абсолютно зокрема. точно, нелегітимно. І будуть продовжувати вважати Зеленського нелегітимним фальсифікатором виборів. Що скажуть американці? У відповідності від настрою Трампа на даний момент. Може визнають, може не визнають, але це не має ніякого значення. Вот, понимаете? И тут как бы Зеленский переизбирается, все понимают, о чем речь. Кандидаты-спойлеры, у него там 75%, Путин не признает, Трамп по настроению. Но мы переизбрали Зеленского, и как бы и все. Вот на это Будем жить дальше, говорит. и рассчитан план, понимаете, этого электронного голосования. С другой стороны, смотрите, тут же очень же все на поверхности. Но это он Дию комментирует. И, кандидатов. Сейчас про кандидатов поговорим. Про Дию интересно. Если это военное положение, значит это небезопасно. Тогда голосование в Дии можно продать как фактор безопасности. Мол, сиди в бомбоубежище под вай-файчиком каким-нибудь и отправляй свой голос, не иди на участок, потому что прилетит дрон или ракета. Александр, поймите, выборы... Суть выборов заключается в анонимности. Так как Дия, мало того, что не построена на блокчейне, который может быть безопасным, хоть каким-то гарантом безопасности и анонимности, мало того, часть этих серверов Дии находится на территории Российской Федерации. Я не знаю, для вас это секрет или нет, но часть даже каких-то денег, которые выводятся через Дию, проводились вот эти расследования украинскими журналистами, которые почему-то с недавних пор не появляются нигде, я не знаю, где они, живы они или нет, но находятся на территории Российской Федерации. Кто этого не знает, теперь будете знать. В общем, возникает просто очень серьезный вопрос. Как можно проголосовать в Дии анонимно? Вы же понимаете, потом вы приходите, ну вот вы голосуете. Допустим, Зеленский все равно переизбирается, потому что голосовать в интернете – это вообще очень занятная история. Мы знаем, как мы и опросы делали, и как происходит вообще, в принципе, голосование. Тут голосование можно и по местам даже подделывать, не то что... Но, предположим, вы голосуете, и приходит к власти Зеленский. Но постепенно все сглаживается, война заканчивается, ну и люди понимают, что можно как бы возвращаться назад. Границы открываются, закрываются и так далее. И если хоть сколько-то у тебя есть хоть какая-то аудитория, ты имеешь вес, или у тебя просто есть хотя бы там двузначный, трехзначный IQ, ты не глупый человек. Твоя жизнь будет под таким прицелом, твоя жизнь просто превращается в эксперимент, потому что люди знают, за кого ты голосовал, что ты голосовал не за того, за кого надо. Люди знают, допустим, там же, если вы будете регистрироваться в ДИИ, допустим, делать там выборы, люди будут понимать, сколько времени у тебя ушло на принятие решений, потому что между тем, как ты проголосовал, и тем люди будут понимать, как быстро ты голосовал не за Зеленского. Это вот интересно, да? Не то, а ты просто точно, не сомневаясь, нажимаешь куда угодно. То есть вот есть технология ай-трекинга, они отслеживают, ну, там у айфона, у новых Samsung, они отслеживают, куда ты смотришь, как долго ты смотришь. Они будут понимать, что у людей, там, где было написано Зеленский, слепое пятно. Они даже не смотрели. Они будут голосовать за кого угодно. И в этой истории мне жаль людей. Даже, ну, я не говорю там про будущее государства, я просто говорю о том, что очень жаль людей, которые проголосуют не так, как надо. И не будет свободных выборов, Александр, мы это с вами понимаем. Вы извините, что это как будто читаю ваши мысли, но я просто смотрю ваши эфиры. Вот вчера выходило, позавчерашний смотрел прямой эфир с Щелиным Арестовичем, и я хочу сказать то, что я и в ваших словах, и в вашей мимике, я понимаю, что мы все понимаем, какие это будут выборы, если они будут. Да Для хоть того- какие. Ну Какие? тут смотрите, тут же понимаете, в чем дело? Мы, украинцы, люди, которые пережили, ну, очень много подлости, предательства, тяжести утрат, войны. Война вообще это злая тетка. Это, ну,
мы столкнулись с этим. И смотрите, мы понимаем, что будет там подтасовки, что будут вот эти все... мы понимаем, что запрещены там партии, люди, санкции. Мы это все понимаем. Да, Портников тут привел очень интересный же пример с этим Жириновским, там, Зюгановым, да, что, Да-да-да. ну, типа фарс, зачем туда идти. Все понимают все риски, но это надо, это меньшее зло, это шанс, хоть маленький, но шанс скинуть вот эту всю зелень, понимаете? То есть вот что пытаюсь я транслировать, потому что без этого надо только брать вилы или там ружья и идти, вот как в фильме «Слуга народа» в парламент, помните, с двумя этими автоматами Голобородько расправлялся. То есть, а кто это будет делать, а кто его признает? Короче, то есть это же нарушение всего. Понимаете, в Разрешите чем не дело? согласиться с вами. Сейчас, смотрите, очень интересная мысль. Вот вы говорите правильные вещи. В том-то и дело, что вы говорите правильные вещи, и из-за того, что вы говорите правильные вещи, казалось бы, что он должен быть правильным. Значит, смотрим. Происходят, допустим, выборы, приходит он, его легитимизируют, потому что он становится официально легитимным. Вряд ли русские признают, Портников правильно сказал, что они признают его легитимным, но выборы легитимными не признают. Это будет цирк. Американцы, правда, раз через раз, вот у нас появляется власть. То есть, по мнению Портникова, хоть какая-никакая, нам нужна власть. Он не понимает разницу, возможно, его называют интеллектуалом, я не знаю по какой причине. Может, это шутка была какая-то, это пошутил, и они все такие, знаете, типа как самого дрыща в зале называют качок. Вот это вот Портникова, видимо, назвали интеллектуал. Думают, какой-то сумасшедший интеллектуал. Значит, и он видимо, путает власть и властвование. Это, властвование как процесс созревания. И власть как аппарат, который отвечает за улучшение качества жизни. Не просто ухудшение, потому что ухудшить многого не надо. Улучшение качества жизни населения. И вот, почему лучше никак, чем вот так? Объясняю. Для тех, кто может со мной быть не согласен, в комментариях, пожалуйста, напишите свое мнение. Я вот читаю комментарии, мне интересно. Может, вы считаете, все-таки лучше Зеленский или дать маленький шанс этим выборам? Во-первых, все потенциально хоть сколько-то интеллектуально развитые и способные к удержанию реально толковой власти не смогут пойти на выборы. А на них либо санкции, либо они просто изгнаны, и они уже не могут провести свою кампанию. Для того, чтобы провести кампанию, необходимо хотя бы полгода. Я не говорю там даже 3 месяца, но подготовка к выборам будет мгновенно. Это будет месяца, 2-3 месяца максимум. Никто не успеет развернуть свою кампанию. Это первое. Второе. Как только начнут разворачивать кампанию, к ним начнет приходить СБУ. То есть это будет сильное препятствие. Найдутся какие-то пленки, вот как пленки Зеленского и Мидича, там найдутся пленки вот этих вот ребят. Если произойдет так, как сказал Александр Шелест, например, не возьмут, то не будет выборов. Это лучше. А теперь объясняю почему. Усугубление ситуации на Земле при отсутствии легитимного лидера говорит о том, что проблема в легитимности и в лидере. Но выборы, которые можно будет провести, его легитимизируют. Если выборы проведены не будут, в какой-то момент у Украины просто не будет возможности рассказывать всему миру о том, что проблема в русских. Потому что проблема у нас на земле. Мы не можем решить проблему локально. Мы не можем перевыбрать Верховную Раду. Мы не можем, а это нужно, потому что у нас президентско-парламентское управление. Мы должны все-таки это сделать. Мы должны будем сделать это. Мы должны будем выбрать президента. Если этого происходить не будет, эта ситуация будет эскалироваться до тех пор, то есть усугубляться. Для всех, на самом деле, и для граждан, к сожалению, тоже, пока не будет резкого скачка. Для меня выборы – это как будто бы вот сейчас сделать выборы такого формата, который предлагается, когда нет хороших кандидатов. Вообще, если был бы Залужный бы выбрался. Хотя тоже, кстати, сомнительная идея, учитывая то, что это была бы партия войны, это был бы президент войны. Но суть заключается в том, что для меня вот такого формата выбора – это просто побрызгать рану, которую нужно на самом деле уже резать там нужно. Побрызгать рану антисептиком и замотать. Все равно будет гноиться, ничего не поменяется, но просто теперь никто не сможет ничего сказать. Если выборы Зеленского придут к тому, что откроются границы, давайте его выберем. Пусть он останется один с сумасшедшими людьми, с тетками, с какими-то бедламитами.
с маргинесом, который будет его поддерживать. Я видел видео вот этих вот тупых, реально абсолютно тупых, ограниченных и не значащих с демографической точки зрения колхозников, которые поприезжали в Киев и начинают рассказывать о том, что ну, Зеленський це сила, вот все уже зрозуміли, что Зеленський це сила. Да, ему аплодировали на похоронах Папы Римского, да. Это мы тут тоже обсуждали на канале. Абсурд. Если мы подумаем о кандидатах, смотрите, мне кажется, что тут просто понятно, что это все обставляется таким образом, но без выборов не будет, ну, как бы шанса, понимаете, на изменение. Они в любом случае будут, и не просто так Зеленский как бы не можешь победить этот тренд возглавь. После слов Трампа о том, что, ребята, это не демократия, понятное дело, он начинает возглавлять. Но суть выборов это не меняет. Отношение к Зеленскому, ну, погодите, ну я не знаю, как, если в условиях честных, да, честных, есть ли у него шанс переизбраться вообще. Тут Карась рассуждает, кто может стать, скажем так, взять власть, взять эту страну. Когда вы говорите, Карась рассуждает, у меня нож прям не складывается. Ну чего, очень интересно, давайте посмотрим. Це дуже класний виклик для держави. Дуже багато збереться веселих людей, сильних, сміливих, і ними управлятися зможе лише нормальний управитель. Це, до речі, одна з причин, чому, я думаю, ліберальна пліснява, яка довела Україну до цієї такої кризи, в якій ми зараз перебуваємо, то вони армію розформовували, то вони від ядерної зброї відмовлялись, то вони в Європу з ракою наперед скакали, і нічого у них не вийшло, а в результаті Росія нас напала, і щось, ну, і в НАТО нас не беруть. То з нинішньою Україною може впоратися лише сильна, порядна людина і сильна мотивована команда. Інакше, якщо виберуть опять якихось дегенератів, як це український народ любить робити, час від часу ми обираємо повних дебілів, а потім вони кажуть, ой, давайте нових дебілів, бо всі дебіли, яких ми обрали, виявилися ідіотами. То, ну, зараз треба буде ця якась повоєнна, там, воєнна реальність буде дуже складна, дуже цікава. Тільки нормальна, справжня, щира українська влада може впоратися перед задачами, які будуть стоять перед нацією державою. Вот, сильная, нормальная, честная власть. А это либеральная плесень, вот это все довели страну. А сильной, нормальной и честной власти. Спартак. Значит, тут давно же вышла книга Залужного. Я обожаю это. А тут дочитали, слушайте. Причем далеко листать не надо было. Там, я выйду Первая из страница. Киева последним. В случае самого плохого точно не сдамся живым. Блокбастер, слушайте. С этой цитаты Залужного начинается книжка «Железный генерал. Уроки человечности». Значит, ну он, правда, скажем так, не знаю, выживать тяжело. Я так пошутил, ну я так, сарказм, конечно, кто понимает тут, понимает сарказм. Залужного увидели люди, украинцы, ну наши, да, в Доминикане. Он там с женой, двумя мужчинами, типа охранниками, предположили люди, которые смотрели, находится на отдыхе. Я так пошутил, что, ну, зарплата же у посла, ну, она же как, она небольшая. Ну, что там, да, ну, это же, тем более госслужба, вот это все, Британия. Ну, откуда брать деньги? И вот подвернулся, видимо, наверное, какой-то нормальный такой, так сказать, вариант, горящий тур, может, кто-то отказался, да. И, в общем, он там. Тот, который последним и живым не сдастся, и последним выйдет из Киева. На него же Карась намекает, правда? Естественно, потому что это, наверное, пожалуй, единственный человек, который поддерживает идею войны. Ну, кстати, следует сказать, что идея его военного процесса точно лучше, чем процесса Зеленского, потому что, в отличие от Зеленского, Залужный договороспособный. И он понимает, когда нужно отступить, когда, в каких моментах нужно остаться. Ну, то есть он, собственно говоря, у него хотя бы, скажем так, он не испортил, не уничтожил окончательно свои когнитивные способности. Он где-то плюс-минус что-то понимает. Но в силу того, что у него просто нету своей политической воли. Ну вот обратите внимание, помните фотографию, которую он делал с отсылкой на других Эйзенхауэра, да. Да. То есть у него нет политической воли. Человек, который разбирается, вы можете себе представить, что Мураев такую фотографию сделал? Но это же невозможно. Ну или там, допустим, человек, который вообще реально хоть сколько-то понимает в политических процессах.
Это нереально. Это- Стойте, вы тоже, понимаете, вот это мне так нравится, вот это все такие умные стали, елки-палки. Ну, откуда ему знать? Ну, посоветовали так, сказали, что это будет круто. Сказали, стань так, обопрись об стеночку возле дверцы. Ну, сфоткался, он там понимает, он там разбирается. Он в Это Доминикану летит, понимаете, на курорт. Почему? Потому что, ну, вы же помните скандал, например, с Порошенко, например, мальдивский, да, вот этот Петр Инкогнито, вот это все. Ну, там было так. То есть, смотрите, оттуда не было ни одной фотографии. Мгм. Он, понимаете, ну, это простой... И мне почему-то кажется, что это даже технология. Ну, это какие-то эти умные сильно написали за него эту книжку, понимаете, «Живым не сдамся, последним выйду с Киева». Это какие-то мудрецы премудрые, тут это сфоткаться так заставили. А он же, он простой, он же свой, он же едет вон там, где обычные украинцы отдыхают. А что ему? Ну да, там два каких-то типа охранника, или просто, может, то родственники, понимаете, кто его знает. Он же с Может, людьми, какие-то. со всеми. Все ж сейчас, война идет, в Доминикане, послы, бывшие главкомы, вообще не носители никаких секретов, понимаете. Он не видит проблемы в этом. Он живет, как живет. И что там, ну, вырвался там на 3 дня. Ну, подумаешь, ну, бывает такое. Тяжело же, холодно в Лондоне. Ну, там. Да, кстати, холодно в Лондоне, это правда. Ой, Александр, вы полны иронии. Знаете, если он, правда, не понимает, на что это была отсылка, то нужен ли на самом деле такой вот управленец? Смотрите, сейчас я делаю неправильно. Это называется манипуляция, апелляция к знаниям. Иногда, знаете, когда происходят дебаты, мы эту такую уловку используем для того, чтобы показать, что если человек не разбирается в чем-то, то он глуп во всем остальном. Но разбираться-то в политике ты должен, если ты в нее идешь. Так он военный человек. Так а нахрен тогда ему политика-то? Подождите, у нас комик, что разбирался в политике. Вот именно. Неужели у нас не хватает... Александр, я к этому вас и подвожу. У нас недостаточно примеров. Вот ничего не учимся. Совсем. Давайте выбирать людей, у которых есть политическое прошлое, для того, чтобы у Украины было политическое будущее. Потому что пока что мы устроили цирк, а теперь еще устроим повторное поле боя. Давайте выбирать специалистов в этой сфере, которые понимают, как это работает, которые много лет уже. Причем я хочу сказать, что с Зеленским пришли люди, которые не имели никакого отношения к политике прямого, но за время вот этого вот происходящего обрели политические знания. Но они же не будут баллотироваться, им никто не даст баллотироваться. Понимаете, то есть есть уже люди, которые приобрели опыт и понимание, у них есть какое-то знание, но мы просто идем все время одним и тем же путем. Украина уже столетиями ходит одним и тем же путем. Ведь у нас, когда у нас были нормальные управленцы, за последние вот эти вот, ну, за время независимости были попытки, там, и индекс рождаемости вырос. Да, но что мы сказали? Это все прорусское, надо от всего этого отказаться. Отказались. Пришла армия Малавира. К чему это привело? Какие были последствия? Думаем, ладно, закончилось, давайте возьмем, в конце концов, человека-комика. Он хорошо шутит, может, знаете, легче переживать трудности с юмором. Мы взяли, довели страну до такого, Александр, что просто мы находимся сейчас на дне. Мы находимся настолько мы находимся на дне, что самые близкие наши соседи, ну, как считают, наши близкими соседями считают кого? Поляков, не россиян, белорусов. Хотя с исторической точки зрения россияне для нас значительно ближе, они нам больше братья, чем какие-то там поляки. Но даже поляки нас уже ненавидят, уже плюются, ненавидят и презирают. На политическом уровне уже заявляют волю о том, что давайте что-то сделаем с этими уже украинцами, сколько ж можно. И... Спартак, ну вы же понимаете, что с Польшей такие же отношения, как и с Россией. Если брать большие диапазоны исторические. Ну, хуже. А то и хуже. Хуже, что конечно, там, хуже. Если, например, там с российской стороны, со стороны России нам устанавливали какую-то власть, ну, типа какой-то порядок, там, царизм, ну и так далее, вы поняли. Угу. То есть, то с той стороны там реально порабощали. Нет, Шляпа.
там тоже по-разному, все в разные периоды времени друг к другу относились. В тот период вообще там на территории современной Украины не было там, ну, очень короткие промежутки, всегда были какие-то восстания, там какие-то вообще войны, на территории просто куча войн, понимаете? Но вот это вот отношение к полякам, я не могу понять, вот вы говорите, люди научились. Вот кто знал мужа одного из нардепок, «Слуг народа», да? А он есть, он великий дроновод и комментатор всего происходящего, Ахиллес, да, Федоренко. Вот что он говорит про поляков. Я почитав вчора в 3-й годині ночі новини, як зустрічали Україну в Польщі. Дивіться, мені здається, що вони впали і вдарилися головою об бордюр. Значит, он в 3 часа ночи, ну он занят, он же дроны водит, почитал новости, как встречали Украину в Польше, и говорит, я думаю, что поляки упали и ударились головой об бордюр. Ну и продолжает же свою роскошную мысль. Это апелляция к полякам и к тому, что вы говорите, научились. Ну вот научились, смотрите, как умело. Потім встали і не можуть в дупля врізати, де вони знаходяться. Ну, типу, хто, а Польща мала б пам'ятати, що таке російський чобіт на їхній землі. І стільки вони людей втратили під впливом Росії, Російської імперії, стільки було розстріляно, невинно закатованих, замордованих, вони мали б це пам'ятати. І замість того, щоб зараз об'єднатися, підсилити Україну, допомогти, піднімати авіацію своєї частини території, збивати шахеди інших безпілотників на території України, замість того, щоб допомогти нам тою самою бойовою авіацією. Про що каже Польща? Ви дайте нам технології, а ми дамо 6 літаків бляшанок, які можемо списати, порізати на метал, передати в музей або віддати Україні цей мотло. Ну, типу, камон, при зустрічі з президентом дарує книгу «Волинська різня». Серйозно, та історію почитайте без пропаганди, що там відбулося насправді. І вкусіть себе за 5-ту точку. Укусите себя, поляки, за 5-ю точку. Спартак. Ну, короче, Такой истерика... озаренок умирает на территории Украины. Видите? Скажите, а такой, хороший, да? Ой, честно, знаете, вот иногда я стараюсь придерживать вот эту линию интеллектуальной интеллигенции и пытаться найти какую-то логику и связанную речь, ну, то есть найти какое-то что-то, к чему я могу апеллировать. И вот вы заметили, да, иногда говорю, вот смотрите, тут человек использовал вот эту манипуляцию, а тут он использовал вот это вот когнитивное искажение. Но это применимо тогда, когда человек способен мыслить, когда человек изрекает то, что он изрекает. Ну, во-первых, у него большая часть речи – это апелляция к эмоциям. Это первое. А второе – апелляция к историческим моментам, к которым он не имеет никакого отношения. По поводу того, что он говорит, вот дают про волынскую резню Зеленскому, там 2 томика и так далее, пускай укусят себя за 5-ю точку. Ну, начнем с того, что волынская резня была. Ну, то есть никто не говорит о том, что этот период не существовал. Он был. Мы должны помнить, что такое было. Да, все нации допускают ошибки. У испанцев тоже была инквизиция, не самая лояльная. И они это помнят, они делают выводы и двигаются как-то дальше. Но для того, чтобы достучаться до людей, именно до людей, которые пользуются интеллектом, которые читают, которые смотрят на ситуацию, внимание, находясь над полем боя. Вот они смотрят на ситуацию, вот они смотрят, допустим, потому что много же украинцев есть, которые смотрят вас, смотрят другие источники, смотрят проукраинские источники, смотрят и пророссийские, для того, чтобы посмотреть на ситуацию, сделать какой-то вывод. Вот этим людям рассказывать о том, что кто-то себя должен кусать за какую-то 5-ю точку, кто-то там должен, вот как они вот эту волынскую резню, они что, забыли, как русские там на их территории были? Цирк. Я вам хочу сказать, смотрите, это важно. Забыли. Вот забыли. И Ну поляки да. забыли. И мы, украинцы. Все, смотрите, все Правда. забывают. Мы, я на секундочку хочу отметить, забыли, что у нас написано от 91 года в Декларации о суверенитете. Забыли. Мы забыли вот определенные моменты уже вот новейшей истории, понимаете? Забыли. Это, понимаете, вот вы забыли. Да, забыли. Дальше что? Ну, то есть, что ты предлагаешь? Он предлагает полякам поднимать авиацию и вот это вот как бы отражать. Удар же был вот прошлый, да? Опять-таки,
Ладно, это уже как бы отдельная тема. Мы там немножко войны коснемся, с вами поговорим немножко позже. Вы как человек после Суворовского училища, как бы интересно ваше мнение. Ну, опять за липуху написали, что все сбили, 35 ракет летело, 34 сбили, понимаете? А кинжалы долетели, но не туда попали. Ну, хорошо. Ну, в общем, такие моменты. Ну, и дронов там целую пачку. И вот чтобы это поляки делали, слетали и со своей территории, так сказать, защищали, прикрывали небо. Он к этому призывает. Он к этому призывает, и ну, вот этот вот момент, там, ударьтесь головой об бордюр, туда-сюда, вы, значит, нам даете какую-то рухлядь, миги, речь идет о мигах, которые выбивали на протяжении всей войны, всей большой войны. Они там, не знаю, уже и так, и сяк. А поляки там, да нет, нам должны прийти там, ну, американские F-35, F-16, там, да, вот мы должны заменить. И вот сейчас вроде как контракты, и есть вариант, что эти миги старые передадут. Он говорит, вы нам старье сливаете, а от нас хотите новейшие технологии по сбитию дронов. Это парадокс. То есть Польша, не обладающая новейшей антидроновой технологией, должна помогать обладающей стороне антидроновыми технологиями сбивать, а технологии передать нельзя, потому что это несопоставимо, мол, целые технологии антидронов и какие-то там старые советские МИГи, за которых грызня просто на международном уровне идет давно. Довольно такая, я скажу, немножко некорректно, жлобская позиция. Это выглядит как в детском садике. А ты мне шо? Суть заключается аж в том, что чем более мы лояльны по отношению к западным партнерам, как они любят это назвать, хотя у меня уже к этим западным партнерам отношение, кстати, поменялось, Александр, честно скажу. Я уже пересматриваю свои взгляды, они у меня все больше и больше смотрят в сторону там, примирения и нормальных договоренностей со всеми соседями, потому что это не работает. Как оказывается, Украина не может самостоятельно, без помощи Америки, а там в 77 раз сократилась, в 77 раз сократилась помощь. 77, ребята, я напомню, не в 7, не в 7, не в 7 и 7, 77 сократилась помощь Америки. Вот, для меня это цирк какой-то, это очень плохо выглядит, когда мы считаем, что они наши партнеры, они защищают наших граждан у себя, дают им возможность там, жить, работать и так далее, обеспечивают, на самом деле они обеспечивают безопасный коридор для Украины, и в том числе поляки тоже ездили, польские военные ездили на восток, помогали там, людям, переселенцам. То есть очень много помощи было, беспрецедентно. А мы всегда рассказываем о том, что нам что-то не додают. Это у нас в культуре, насколько я понимаю. Мы такие, мы всегда чем-то недовольны, нам все должны, мы всех как будто бы защищаем, но не защищаем на самом деле никого. Во-первых, я далек от мысли, что Россия там будет нападать на ту Европу. А если и будет, и Европа не способна себя защитить, то почему мы должны ценой нашего государства, которое могло бы этого всего избежать? Почему мы должны ценой наших жизней, людей, наших детей, наших близких, родителей, должны защищать то, что не защищает нас в принципе? Обмен технологиями – это, как говорится, базовый минимум, как говорят сейчас очень популярно. Это базовый минимум, обмен технологиями – это нормально. Поехали, допустим, на выставку, делегация от России поехала в Иран на выставку. Они обменивались технологиями. Это не был вопрос денег, это был вопрос, это нормальное развитие. Обменивать технологиями – это нормальное развитие. А вот давать самолеты – это уже прецедентное. Да, это уже участие в войне, да. Это участие в войне. И когда какой-то бедламит, кто не знает, какие бедламиты, бедламиты – это представители бедлама, бедлам – это первая психиатрическая больница. Там они сидели в клетках, обмазывали скалом. Вы можете, в принципе, включить любое украинское ТВ и посмотреть. В общем, когда бедламиты начинают рассказывать о том, как должен себя вести человек в условиях, когда он никому ничем не обязан, на него возлагаются надежды. Мне становится смешно, а потом становится грустно. Потому что вот эта вот апелляция к эмоциям, они потом увидят, потом апелляция к прошлому, они, видимо, забыли. Александр, вы правильно сказали, кстати, и правда, что я об этом не думаю. Знаете, такая простая, но гениальная мысль. Да, забыли, время идет. Давайте вспомним Османскую империю. Что это такое? Американцы, коренные жители Америки,
уже и то забыли. Апачи уже забыли, что их за бусы натянули. То есть Смотрите, тут же какой момент? нормально. Тут в плане исторической памяти это прям отдельная интересная дискуссия, может быть, может когда-нибудь поговорим с вами. Вот эта апелляция, она всегда манипулятивна к прошлому, к предкам, кроме случаев подвига, родовых каких-то, ну, действительно вещей, которые там были совершены, там, представителем твоего народа или твоего коллектива, да, вот этого страны, там, не знаю, там, нации и так далее. То есть, что имеется в виду? То есть, если ты апеллируешь к тому, что там, российская армия была на территории Польши, то, конечно, была. Это будут забывать, потому что, да, там, чудо на Висле, ну, был период, но это было, ну, это только один из таких периодов. А так-то это, извините, черная страница истории, которую нужно перелистнуть, забыть, оставить только яркие моменты, ну, там, для шляхты, да, вот это короля, вот это Пилсудские, вот эти фигуры оставить, да, а вот эти моменты, конечно, надо забывать. Точно так же и как бы и у нас тоже, например, ГУЛАГ, НКВД, вот эти все вещи, ссылки, как Королев, понимаете, это вот тоже Королев, да, как ему выбили зубы, надо забыть. А как он, ну, какой он подвиг совершил, надо помнить всем. Ну, вот в таком... Так это работает, понимаете, в чем дело? Потому что это... И вот это называется политика. Ну вот, политика. Это должны заниматься элиты, интеллектуалы, к которым вы апеллируете. Этим должны заниматься государства. И поэтому, конечно, все по-разному. В одном государстве там, ну, в общем, одни победы и поражения, в другом другие. Кто принимает поражение, кто перелистывает. Но никто тогда вот эту апелляцию не услышит. Это тупость и глупость вот так апеллировать. Это вот с точки зрения такого глобального, да, вот есть о чем подумать, напишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. Слушайте, вот вы сегодня мне как будто бы больше, знаете, я пришел сюда, знаете, как рассказать что-то новое, посмотреть на это, а вы мне как будто бы больше информации подкинули. Абсолютно согласен. Почему мы смотрим на исторические моменты через призму, ну, вот именно деструктивизма? Да, история, она включает в себя деструктивизм и положительные моменты, но если мы будем, смотрите, ведь время движется дальше, если мы, и количество плохих событий тоже множится, это нормально, оно эквивалентно прошедшему времени. Если мы будем постоянно конфликтовать за предыдущие негативные аспекты этой истории, мы никогда не дойдем к консенсусу, потому что только будут множиться. Они будут только множиться. Почему мы не делаем акцент на положительных моментах? Например, за время тихого сотрудничества с Российской Федерацией, когда была возможность покупать, допустим, сжиженный газ, когда можно было гнать через Украину, Украина получила значительно больше денег в течение года, чем получила дотаций со стороны Запада. Почему мы это никогда не учитываем? Это же хороший исторический момент. Мы это игнорируем. Мы только помним то, как было в 41-м, 45-м. Нас всех тоже заставляли воевать за Советский, за Радянский Союз. То есть вы Нет, абсолютно это правы. никто не заставлял никого воевать. Так вы же понимаете, Люди- это какие мысли у людей. Я Спартак, говорю, это мысли людей. люди дописывали себе в 16-17 лет год-два, Чтобы идти поэтому воевать. целое поколение людей с непонятной датой рождения. Ну, неясно. Они говорят, что... Ну, короче, вот эти прабабушки, прадедушки, бабушки, дедушки, вот эти, да, они... у них 2, там, а у кого и 3 даты рождения, потому что тогда они шли там бить нацистскую гадину, они шли сами. А у нас по-другому, понимаете? А у нас ужасы происходят. Ужасы, которые вот просто... Вот тоже, вот как это работает? Поиск врагов. Тут вот еще один есть интеллектуал, научившийся быть политиком, о котором никто не знал никогда, Мазурашу, зеленый нардеп. Вот что он выдал. Нам треба єднати всіх, а ворогів треба вираховувати якісною роботою правоохоронців, доказувати і карати, а не так, як в нашій країні. Зараз вже у нас вже кажуть так, що якщо вже на когось нічого немає, то кажуть, що держзрадники все одно в СІЗО відправляють. Так не може бути. Нам таку країну не хочеться бачити в майбутньому, нам хочеться бачити країну мрії. Хочется видеть краину мрий, краину мечты. А у нас надо объединять, а не хватать, бросать в СИЗО. Ты госизменник, все, сиди. То есть
качество работы спецслужб, качественно докажите, что это там изменник, что это негодяй, что он там против страны, расследуйте, приведите, суд, приговор, а в СИЗО ж сидят, вы же видите, годами. И без приговоров. Вот такой момент. Мы привыкли искать этих врагов, понимаете? Интересная обратная история от «Слуг народа». Вы помните, чтобы кто-нибудь сейчас, те, кому давали условный срок, потом давали домашний надзор, потом давали там браслет и так далее, потом под честное слово, чтобы они реально сидели сроки? Нет, не сидят. И в этом вопросе мне как раз очень досадно за это событие. Вот суды, которые происходят, особенно над религиозными деятелями, над священнослужителями, ну, издеваются, прям максимально издеваются над теми, кто не заслуживает это. А те, кто должен находиться, ну, там ему дали 7 миллионов, сказали, вот залог 7 миллионов. Сначала не было залога, потом сказали 7 миллионов. Конечно же, он внесет эти 7 миллионов, он выйдет и пойдет себе дальше. Чернышов, откуда такие деньги? Сейчас, конечно, там начинает финмониторинг наблюдать, и НАБУ начинает смотреть за тем, откуда взялись деньги, с какой там компании однодневки и так далее. Откуда миллионы? У людей не возникает мыслей по этому поводу. Или они возникли, они такие, ну, це, напевне, лихо якесь, и пошли дальше. То есть вообще никак не реагируют. Знаете, когда я слышу, вот я вернусь к этому предыдущему суперперсонажу, который рассказывает по поводу того, что там поляки что-то забыли. Да и, в принципе, это касается и Карася, и многих других спикеров. В психологии есть такой феномен, называется парадокс Соломона. Парадокс Соломона – это крайне высокая степень компетентности в чужих отношениях и проблемах людей, которые тебя не касаются. Но абсолютно нулевая компетентность в тех проблемах, к которым ты имеешь отношение. Когда будете выходить, спускаться с лестничной клетки, и будет бабушки сидеть у подъезда, вы им сразу говорите, парадокс Соломона у вас, женщины, соседки, и пошли дальше. Знаете, то есть вот ты очень хороший эксперт в том, что тебя реально напрямую не касается. А то, к чему ты не имеешь никакого отношения. Они все знают, как должны в России сделать выборы, кого поменять. Они понимают, как нужно, чтобы поляки себя вели. Они знают, сколько денег должен Трамп нам выделить, и как он должен вообще себя правильно вести, и какую политику по поводу Венесуэлы он должен вести. Но у меня возникает один маленький вопрос. А мы не можем со своей, у нас относительно России, Канады там, и США не супер большая страна. Мы не можем тут как-то решить. Вот ты такой умный. Расскажи, что здесь можно. Она говорит, а тут нам, говорит, надо разумный, мудрый лидер. Вот и все. И вот если ты не знаешь, кто этот разумный, мудрый лидер, потому что у тебя один из них это клоун, второй это просто вояка, который все, что умеет, очень хорошо, кстати, надо заметить, очень хорош в военном деле, но и все. Война – это не основная задача государства. Задача государства – это развитие экономики, это граждане. Это не убийство граждан, это граждане, которые живут качественную жизнь. И глядя на то, как они все-таки это все транслируют, мне просто очень хочется, чтобы люди, вот я, наверное, обращаюсь скорее к вашей аудитории, вот аудитория Шелеста, пожалуйста, просто на фоне, вы даже если куда-то едете, просто ставьте любое интервью Шелеста, слушайте, просто у вас должно понимать, вы должны формировать у себя представление о том, что мир не однобокий, потому что все, что вы слышите из марафона, даже все, что вы слышите от любого другого источника пропагандистского, вы слушаете Стерненко, вы слушаете каких-то Лачинов, это вот нонсенс. Они заинтересованные лица. Слушайте людей, которые ничего от этого не получают. И мы не знаем, получат ли. Давайте посмотрим правде в глаза. Можно многие чего получить. Можно сроки, санкции, я про что-то хорошее. Я же про что-то хорошее. Значит, вы вспомнили Стерненко. Вообще кажется, что денег очень много в этой стране. Было, есть и будет. Вот, пожалуйста. Стерненко делится радостью. Получили плюс 100 тысяч долларов на крипту от постоянного анонимного благодетеля. Как он понимает, что он постоянный? Ему записывают, как вы понимаете, если это анонимный, что он постоянный, почему приходят, или просто очень часто приходят деньги от анонимов каких-то. Значит, вроде как, смотрите, как он понимает, что он постоянный? Понятно, что это он просто взял свой кошелек, да, вот это прикрепил, но он видит адрес, с которого отправлено. Видимо, постоянно, анонимно, какой-то неизвестный человек ему отправляет там 100, а может больше, а может меньше. И вот он этим делится, мол, смотрите, какая у нас поддержка сумасшедшая. Однако это такой, знаете, определенный
ну, было такое выражение, не совсем оно как бы красивое, наверное, к нашей с вами беседе, такой пук в муку на фоне разворовывания средств, на фоне того, что все прекрасно понимают, тебе сбросили крипты, насыпали, да, и ты первый дол, ты первый... Понятно, что, конечно, в меня стреляли, я езжу на бронированном рейндж-ровере, но ты же от непонятно кого принимаешь крупную сумму денег и говоришь, это на дроны. Ну так покажи, что эта сумма действительно на дроны. Это ведь очень важно, потому что непонятно кто, непонятно как. Все уже давно понимают, что это все такая большая отмывочная история. Когда к тебе приходят, говорят, давай, делай сбор, а вот процент сюда, процент туда. Ну, а тут еще там что-то купим, понимаете? Если, например, эти 100 тысяч долларов от постоянного анонимного, да, ну, как бы человека, который донатит, да, они воодушевили бы в 2022 году, то сейчас они абсолютно не воодушевляют. Ровно точно так же, как и вот эта вот новость, связанная с тем же Стерненко. Значит, Сергей Стерненко и там Гузема Foundation создали украшение для защиты украинского неба. Украшение. Его презентует сам непосредственно Стерненко. Смотрите, какие постеры. Ну, прям не знаю. Вок отдыхает. Он смотрит игриво в объектив, и свисает вот это украшение. Значит, само это украшение, как вы видите, оно в форме ножа. И сразу все вспомнили, подождите, Стерненко, у тебя была очень интересная история с ножом в прямом эфире. То есть, понимаете, абсолютно кажется, вот есть такие моменты, когда люди, они там взлетают куда-то, высоко, высоко, высоко. И начинают не просто забывать там, как живет народ, или там они не видят, что происходит вокруг. Они там не помнят, что кто-то помнит. Они забывают элементарные вещи. Они начинают, внимание, страшное слово, несоответствовать. И вот это несоответствие в контексте этих выборов, это же очень губительно. Нет, никто не говорит там Стерненко надевать какую-нибудь там курточку-пуховичок за 1000 гривен и ходить там по рынку с бабушками тереть. Например, да, Соломона вспоминать. Нет, все говорят о каком-то хоть соответствии. Но это могло быть там украшение, другое украшение. Но сниматься в глянце, а типа ты купишь эту побрякушку и типа ты задонатишь. Или там, например, как певица Оля Полякова, ты там куклу с ее видом купишь, ты типа куда-то задонатишь. Так а зачем покупать и донатить, если тебе он сбрасывают по 100 тысяч непонятный аноним, благодетель? То есть абсолютное как бы непонимание происходящего. Что вы думаете по поводу этих новостей из Стерненко? Я начну чуть-чуть с конца по поводу того, зачем типа донатить. Во-первых, для меня вообще вся донатная история возмутительна. Я, честно скажу, мне когда спрашивают, я раньше тоже донатил, смотрите, Александр, очень большие суммы. Люди это знают, там есть конкретная бригада, которым я помогал. А потом я просто изменил к этому отношение. Я считаю так, что если ты хочешь защищать это государство, то это государство должно тебе обеспечить эту возможность. Если государство не обеспечивает эту возможность, оно не заслуживает этой защиты. Более того, если они воруют на этом. То есть это моя позиция. Вы можете придерживаться любой другой. Я считаю, что защищать государство, которое плевать на вас хотело, создайте сначала государство, которое вы хотите защищать, а потом вы защищаете. Вот моя позиция такая. Это первое. Второе. Все донаты, которые вы отправляете, ну, раньше был над ними контроль, первые 1,5 года, правда, там выставляли какие-то, куда было потрачено, каждый день, каждую неделю и так далее. Сейчас этой истории нет. Даже если большая часть этих денег, почти все деньги идут туда, куда необходимо, часть из этих денег куда-то может затеряться. Мы помним историю с офисом президента, когда было оказано давление на одного из блогеров, сказали блогеру, смотри, тебе нужно собирать вот такой донат, если ты его не собираешь, типа, ну и тебе нужно отправить его туда. Он говорит, мне нужно людям потом отчет показать. Куда? Они говорят, нет, это не твоего ума дело.
Он отказался, ну, его начали, собственно, канцелить, и тоже против него развернулась кампания. Поэтому мы должны понимать, что любой донат, если он направлен на какой-то фонд, это является деструктивизмом, это, по сути, разрушением того же государства, потому что вы просто поддерживаете вороватость чиновников. То есть вы своими деньгами позволяете украсть вот эти вот 100 тысяч, которые отправлены ему, это минус 100 тысяч из общего бюджета, который должен был бы выделяться на... Это минус 100 тысяч, это очень важная тенденция. На днях волонтеры ехали в Харьковской области, везли бус, ТЦК остановили, скрутили вот этого одного из водителей буса, говорит, нам не... Так вот он, смотри, не везли бус, а везли на 2 бусах везли машину военную, пикап. Так вот мы, Харьков, мы, волонтеры, забитая всякой снарягой, всяким там этим, едем же к пацанам на фронт. Они говорят, не волнуют. ТЦКшники, опа, одного скрутили, а второй сидит, ждет. Ну и говорит, ну это же война получается, ТЦК против ВСУ, мы же едем как бы ВСУ помогать. Да. А это зачистка конкуренции. Чтобы обычные там, ну, те, которые давно волонтерят, и несмотря там, чтобы они нет. Тут ты волонтер, ты должен быть под кем? Под Притулой, под Стерненко, еще под кем-то. Ты должен быть под кем надо. Монополия. Вот эти, скажем так, частные, средненькие, маленькие волонтеры, которые там собирают по своим селам, по своим городам маленьким или по большим городам, или кто сколько может деньги, они не нужны. Деньги должны идти сюда. Ты должен украшения купить и ходить с этим ножиком Стерненко. У меня еще, кстати, вопрос, из чего он сделан? Я не понимаю, сколько, ну, что это за материал таких размеров может стоить 15 тысяч гривен. Это 300, Серебро. 300 евро? Не Серебро. может. Смотрите, это очень дорого. Ну, типа, это не эквивалентно дорого. Вы переплачиваете за какое-то говно. Мало того, что не хочу ничего сказать про украшения Гузайма, у нее есть какие-то красивые, я знаю, что девочкам там нравится, но это просто кусок говна, честно говоря, уродливый, абсолютно некрасивый, простите за мой французский, это не тот эфир, где я хотел бы ругаться, но это просто кусок говна. Ну, очень дорогого и бессмысленного, уродски сделано, наверное, дело Стерненко. Потому выглядит плохо. Надо дать профессионалам делать это все дело, чтобы они просто туда не допускали дилетантов. В общем, каждая гривна, задоначенная вами, это украденная гривна из бюджета вороватыми чиновниками. Мы помним на записях, как Умерову предложили, слушай, говорит, у нас есть броники, но они не очень. Надо что-то с этим сделать. Он, подумаем. Я подумаю, что можно с этим сделать. Вот и потом мы сталкиваемся с тем, что пацаны на фронте и девочки умирают за то, чтобы чиновники могли наживаться. И опять-таки, можно сказать, смотрите, Александр, если скажут, то, что я сейчас говорю, это популизм. Да, это популизм. Но от этого неправда, и оно не становится. Вот что нужно понимать. Это правда, это то, с чем мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся с тем, что донатные истории больших донатных фондов должны все-таки расследоваться. И придет момент, когда их схватят за задницу. А по поводу выборов, они же тоже претендуют на какие-то политические места. Нет смысла существовать в государстве, в котором такие представители вот этих вот и медиа, и тот же Притула, не приведи Боже, конечно, если он станет политиком, это будет ужасно, очередной комик. Но я считаю, что если эти люди придут к власти, они не просто разворуют, как это случилось, они просто уничтожат нацию, остатки той нации, которая была. Потому что демографически должен случиться какой-то бум для того, чтобы украинцы возродились. И в эту страну никто не захочет вернуться, потому что до тех пор, пока миром будут править, вот этим маленьким миром, в котором живет Украина, будут править дегенераты, которые не имеют никакого отношения ни к профессиональной деятельности, ни к дипломатии, ни к тому, что такое человеческие потребности, будущего у государства нет, как у государства. Вы знаете, тут всегда же там есть такое выражение, оно избитое, старое, там «дети наше будущее». Случай такой, опять-таки, пишут в соцсетях, потом, наверное, скажут фейк. Пишет мужчина, да, говорит, моего работника мобилизовали. Мужчина. Девочке 10 лет, живет с ним. Мать торкнула сразу после родов, от ребенка она отказалась и убежала. Никаких контактов с дочкой не имеет. Мужчина пытался 10 лет как-то избавить ее от родительских прав, но алименты она не платит, и доказать, что он единственный кормилец. В суду похер, так и пишет. И в итоге мобилизовали 2 месяца назад.
Это, кстати, правда. У нас невозможно лишить кого-то родительских прав, ни отца, а мать вообще и подавно. Это unreal. Это там... Угу. Действительно, это может быть, что 10 лет человек судился и так далее. Значит, ну теперь прикол. Объявился орган опеки и говорит, ну, раз родителей нет, в детдом, собирайся, поедем. Значит, у меня нет слив, ну, нет слов. Этого ребенка тягают по судам, сношают ей мозг. Она мать и не видела никогда, знает, что есть какая-то Анжела, и даже мать никогда не употребляла в своем лексиконе. Этот мужчина и его сестра, мои работники, с самого начала фирмы работают, живут вместе. Ребенок живет в семье. Сначала забрали отца, теперь как бы давай шуруй в детдом. В очередной раз выдал им деньги на адвокатов, но думаю, это гиблое дело. Этим там депутаты заинтересовались, тоже делятся, надо проверить, а вдруг это ИПСО, а вдруг это пропаганда. Понимаете, когда вы рассуждаете о государстве и там о ТЦК, о всех вот этих моментах, это же порядок такой, понимаете? Вот этой девочке 10 лет, у нее сейчас суды и так далее, но зато все, ну, они не будут, например, так рассказывать, как о другой девочке. Вот Александра Паскаль, да, есть такая спортсменка юная, она во время войны получила травму, несовместимую с тем, чтобы оставить конечность, но она, тем не менее, занимается своим любимым делом, и вот она вышла на соревнования. Значит, выходит на соревнования с протезом и занимает, собственно, бронзовую на этом турнире, бронзовую медаль получает, 3 место. Понимаете? И все вот это вот, смотрите, девочка, безусловно, молодец, она, превозмогая все, это пример для подражания, но, внимание, для тех людей, которые вот столкнулись с этим. Это действительно яркий пример, это очень хорошо, что показывают. Но проблема в том, что модно показать вот эту 9-летнюю девочку в контексте того, как мы собрали на протезы, как можно жить после вот этого. Модно. И совсем не модно позаботиться о других девочках, у которых там, ну, мать ушла, а отца забрали, понимаете? То есть я о перекосе информационном. Вот, казалось бы, 2 таких случаев, которые, не знаю, там, землячек, почти ровесниц, юных девочек вот, касаются. У нас стало модным не то, что высветлять такие ситуации. У нас как будто бы национальной забавой стало мериться степенем страданий. Но если твои страдания не сопряжены с потерями на уровне государства, то твои страдания незначимы. Например, вот этой вот девочке, которой забрали отца, сейчас отправили на фронт, ее страдания не сопряжены со страданиями государства. Ну, то есть, типа, конечно, он должен идти воевать. Никого не интересует, всем все равно. Мобилизовали, да и все. Ну, понятно, что ТЦК – это абсолютно преступная организация. По-моему, это группировка, которую впоследствии после войны нужно, конечно, отслеживать. Работать с ней хуже, чем как работает Моссад со своими теми смертниками, которые потом становятся. Но в случае с страданиями у нас стало быть популярно быть мучеником, страдальцем, и то, что вот мы вымучиваем, мы выбориваем и так далее. Когда мы игнорируем потребности людей, у которых нет возможности жить естественно, простую жизнь, и ориентируемся только на тех, кто пережил большее горе для того, чтобы зафиксировать их горе как стандартное, потому что, да, потеря отца – это плохо, у девочки потеряна конечность. То есть это не вернуть. Девочка большой молодец, то, что она это делает, она выступает, вот прям можно прям поздравить. Мне кажется, она невероятно сильная девочка. У нас тут бывает, человек потерял работу, знаете, и не может потом из дома выходить, а тут у человека нету ноги, то есть типа это конечность, все-таки ее нету, и человеку сложно. А мы обращаем внимание на следующее. Если девочка, которая потеряла конечность, может вот так, то ты при потере отца не имеешь права жаловаться. Понимаете, то есть как? Валидизируется только крайняя степень страданий. И эта степень страданий должна отсылать нас к тому, что в стране война.
Если, например, у тебя случилась какая-то другая там беда, родители вот умерли, нет обстрела, ничего, просто родители умерли, ты остался один, это не проблема. Но ты можешь потерять, там, допустим, от дрона зрение, конечности, там, ходить делать операции и так далее, это будет считаться. У нас есть четкая демаркация людей на заслуживающих сопереживания и тех, кто его не заслужил. И в этом проблема. В этом проблема. Проблема в том, что кто-то удостоился поддержки, кто-то ее недостоин, потому что недостаточно пострадал. Кто-то пострадал достаточно, но не от войны. Значит, наверное, не сильно нам его жалко. А у кого-то родитель, конечно, он же ушел воевать, значит, он все сделал правильно. А девочке новую семью дадим, какая разница, что там с ней случится. Она зато целая, у нее ноги есть. Понимаете, то есть мы обесцениваем те страдания, которые не сопряжены в нашем сознании с войной. И это популяризируется. Популяризируется по телеканалам, популяризируется по другим продажным медиа, популяризируется везде, где только можно. Но вот я услышал недавно ситуацию, никто об этом как бы так не говорил, а вот есть один такой блогер, адвокат Тарас, я смотрел его выпуск, и он там рассказывает, как военный, он показывает видео военного, военный говорит, я стою в магазине, бабушка, там 3 картошины, 1 цибулина, там что-то, полбуханки хлеба, и у нее не хватает на это денег, и он говорит, я испытывал такое эмоциональное потрясение, а ведь смотрите, у девочки это еще все будущее есть, она еще может организовать себе будущее, и та 10-летняя, и эта 9-летняя. А мы абсолютно игнорируем, например, пожилых людей, игнорируем пенсионеров, их как будто бы не существует в стране, как будто бы это все не важно. Мало того, что света у них нет, вы представляете, как это пожилому человеку подниматься там на 5-й, на 8-й этаж, на 9-й, они живут в хрущевках, 9-й этаж. У них нет денег на еду, они умирают просто. И это культурные люди, у которых есть образование, многие из них профессура. Это люди, которые реально когда-то ставили государство на ноги, не так, как сейчас наши, которые отрезают эти ноги этому государству, а именно ставили на ноги это государство, делали все, что от них зависело. То есть сейчас они просто умирают. У нее нет денег поесть, у нее нет денег покушать. И когда ей помогают, она плачет, чувствует стыд. Ей стыдно за то, что она не может себя прокормить. Она стесняется. Ей стыдно, некомфортно. Она говорит, я не хотела жить такую жизнь. Нет ни одной причины защищать государство, которое не защищает своих граждан. Я просто этого не понимаю. Для меня это лишено смысла. У меня это вызывает, Александр, какое-то иррациональное возмущение. И я в такие моменты теряю рассудок. То есть я просто супер сильно возмущен вот этими событиями. И демаркация на тех, кто заслуживает страдания, кто не заслуживает. И разделение людей между тем, кто пожилые, они уже свое пожили, пускай живут, доживают как могут, молодым типа дорогу, а дорогу молодым куда только на фронт. Меня это очень сильно возмущает. Я не могу никак с этим просто тупо смириться. И я не способен это игнорировать. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо большое, Александр. Друзья, напишите в комментариях, что думаете. Интересно почитать ваши мысли. Берегите себя и друг друга. Добра и света.